Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы с вами находимся в Орджоникидзе. Моя цель показать вам заснеженный Карадаг и дойти до мыса Хамелеон по всем вот этим заснеженным холмам. Я надеюсь, что вам понравится такое путешествие, пеший наш поход уже по зимнему Орджоникидзе. Поэтому с вас лайк, комментарий, естественно, подписочка на канал, и в закрепленном комментарии моя группа ВКонтакте. Обязательно на нее подпишитесь, друзья, очень-очень вас прошу. Ну, а мы с вами начинаем. Погнали! На улице сегодня сильнейший ветер. Не просто ветер, он еще и холодный. Для начала я хочу подняться вот на эту вершину, чтобы с нее показать вам вид на сам поселок, на Орджоникидзе, друзья. А после этого вида мы отправимся уже до мыса Хамелеон. Вот отсюда уже прекрасные виды открываются. Представляете, что будет сверху. Поэтому давайте подниматься, пока еще совсем мы здесь не замерзли от такого ветра. Ветер, пожалуйста, остановись, потому что нам действительно очень и очень холодно. Ладно, пойдемте на эту смотровую площадку. Там должны открываться потрясные виды и на другую сторону бухты, и на эту. Очень сильный ветер. И он ни на секунду не останавливается. Я не знаю, как вы меня будете слышать, друзья. Наверное, очень плохо, но с этим ничего не поделать. Ветер метров 30, наверное, в секунду. Как на Генуэзской крепости был. Ну что, готовы посмотреть на эту красоту? Та-дам! Вот такой открывается вид на весь поселок Орджоникидзе, друзья. Очень необычно видеть его со снегом. Обратите внимание, на заднем плане вон вдалеке вулкан Карадаг. Тоже в снегу, там еще вон облачко зависло прямо над Карадагом. Виды, конечно, зимой необычные здесь. Прям как на ладони поселок. Вот такой. Смотрите, если с этой стороны в бухте штиль, то с этой стороны в море шторм. Ох, ветер потише. Видите, какие там барашки в море? И волна прям к берегу идет, штормовая. И вот территория завода Гидроприбор. Там мы ходили с вами уже летом. В общем, необычные такие рельефы здесь в Орджоникидзе. Но ветер, конечно, очень холодный, сильный. Красота. Ну что, я предлагаю нам отсюда уже, наверное, уходить, потому что ветром сдувает. Пойдем мы сегодня, друзья, в сторону мыса Хамелеон. Хочу зайти на Хамелеон, надеюсь, там не будет такого ветра. Посмотрим, сможем ли дойти до конца этого мыса или нет. Пойду я, смотрите, сейчас спущусь через город, поднимусь вот сюда, пройдусь, потом спущусь на 5-й мыс, и там уже к морю мы спустимся. В общем, поход сегодня будет таким длительным, именно по времени у меня. Постараюсь вам максимально все показать, всю эту красоту Крыма. Потому что эти места в снегу, я думаю, вообще мало кто видел. Блогеры сюда зимой не заезжают. Только вот мы с вами. Вот так путешествуем по Крыму. Ну все, спускаемся, а то ветер уже не могу здесь стоять. Все, друзья, спускаемся вниз, потому что здесь реально ветрено. Но будете летом в Орджоникидзе, обязательно поднимитесь на эту смотровую площадку, потому что виды с нее просто очень и очень красивые. Идти сюда совсем недалеко, минут сколько, 5 минут с дороги вы идете. И главное, что это не сложно. Одна из таких самых легких смотровых площадок в Орджоникидзе. Ветер, остановись! Все, давайте скорее отсюда выбираться, друзья. Жесть, конечно, сегодня погодка. Ветер такой ледяной, аж слезы текут. Все, я уже иду на спуск. Покажу вам немного этих видов. Там, конечно, шторм такой приличный. Жаль, что нельзя попасть на эту территорию, друзья, она закрытая. Летом может, там экскурсии проводят, но сейчас в такой период зимний, я думаю, что экскурсии там уж точно никто не проводит. Ой-ой-ой. В поселке в самом внизу, возле моря, нет такого сильного ветра, как вот здесь, в горах. Конечно, прохладненько гулять так. Ой-ой. Но все равно видеть Карадаг в снегу тоже редкое зрелище, я вам скажу.
Похоже, ветер нам сегодня не даст записать видеоролик, друзья. Потому что, ну, прям очень сильно, и вряд ли вы меня будете вообще слышать. Я уже перешел на другую смотровую площадку, чтобы тоже вам показать вид на море. Слева от меня находится Агатовый пляж. Вот он внизу. Видите? Скорее всего, вы там даже купались летом, потому что он такой достаточно популярный. Но мне он не понравился, потому что там на дне много скользких вот этих камней. Неудобно, в общем, там ходить по дну. Я больше предпочитаю песчаные пляжи. Благо в Орджоникидзе их много, песчаных пляжей. Тут пляж вообще есть на любой вкус. И галечный, и песчаный, и какой угодно. Так, ну что, вот такой у нас здесь вид на сам Карадак, на море. И с этой стороны поселок. Давайте покажу вам. Смотрите, мы были только что на той вершине. Сейчас переместились на эту. На картах почему-то она отмечена как Васюковка. Не знаю почему. Ой-ой-ой. И вот такой теперь вам вид на это место. Но все равно редкие кадры, считаю. Орджоникидзе в снегу. Горы тоже припорошены вон снегом. Красиво, что сказать. Так, я принял решение до Хамелеона идти по низу, друзья, в гору не подниматься, потому что там будет сильный ветер, ну, сложно будет идти. Поэтому мы вот так понад берегом дойдем до мыса Хамелеон. Мыс Хамелеон вон аж где далеко находится. Ой-ой-ой, ветер потише. Так, ну все, друзья. Пойдемте дальше. Виды вам показал с такого ракурса. Теперь можно и спускаться пониже. Ветер сумасшедший просто. Настоящий ураган. МЧС не зря присылают сообщения. Не выходите, сидите дома. Но не снять такие кадры я тоже не могу. Когда потеплеет, у меня в планах на сабборде проплыть вот вокруг этого всего мыса. Думаю, интересный ролик получится, но это когда уже вода будет теплая. Сейчас такую зимнюю погодку точно не вариант туда плыть. Все, идемте на набережную скорее. Спустился я уже на пляж, здесь хотя бы не так ветрено. Но видите, на пляже лежит снежок, здесь чистый песочек. Море, виды, конечно, красивые отсюда открываются. Люблю Орджоникидзе за его песчаные пляжи. Поселочек подойдет как для отдыха с детьми. Очень хорошо подойдет, потому что море здесь на центральном пляже не глубокое, друзья. И детям очень-очень комфортно будет здесь купаться. Видите, какая красота. Я решил идти вот так, по низу, по пляжу до самого Хамелеона, получается, нам нужно дойти. И зайти на мыс Хамелеон. Не знаю, сколько это займет по времени сегодня. Надеюсь, к закату мы должны успеть. Времени сегодня целый вагон. С завтрашнего дня, кстати, в Крыму обещают потепление. Поэтому все, снег весь растает. По крайней мере, в Судак, Новый Свет, тут Коктебель. Здесь снег везде растает. Но хоть немного успел вам показать зимы в Крыму. И то уже радостно. Море сегодня относительно такое спокойное с этой стороны, в этой бухте. Такой легкий накат волны. Но на набережной все закрыто здесь, друзья. Зима, ничего не работает. Все ждут уже летний сезон. Поскорее бы настало тепло. Я тоже уже жду весну. Хочу походить по горам, когда будет зелено, когда расцветут цветы. Тоже показать вам тюльпаны вот эти дикие все. Так, ну давайте немного со снегом запечатлю вам еще этот пляж. Чтобы вы точно видели, что это зима. Вот, друзья. Когда-то летом вы здесь загорали. Здесь прям хорошо так песочка на пляж вымыло штормом. Так, ну давайте по традиции уже заберемся на эту вышку. Виды с вышки покажу вам. Ну, солнце уже начинает греть. Вот когда ветра нет, вообще хорошо на улице. Так, давайте с этой стороны вам вид покажу.
Вот такое море. Кстати, у меня есть старые кадры с квадрокоптера, зимние. Если я вдруг их отыщу, я вставлю в этот видеоролик их. Как волна идет красиво. Немного вам шума моря, что вспомнили лето. И вот уже сама набережная. Жаль, что магазинчики никакие не работают. Я бы что-то перекусить купил бы. Что поход длинный будет до Коктебеля. Видите, какой широкий песчаный пляж. Обожаю Орджоникидзе за эти пляжи. Но мы сейчас будем проходить, кстати, через нудистские пляжи, тоже посмотрим. Может, нудисты и зимой там остались, живут в палатках. Есть же такие люди, которые вот на Лисьей бухте, я знаю, там и зимой живут в этих домиках, самостроях, прямо на пляже. Интересно, будут ли здесь такие? Что я могу сказать за Орджоникидзе? Здесь вернулись пляжи. Песок просто до самых гор штормом вымыло, видите? Здесь происходили обвалы когда-то, в прошлом году после сильного ливня. Но пляж восстановился, природа все восстановила в этих местах. И это хорошо, потому что летом будет много места, где люди смогут размещаться и отдыхать. Обожаю вот так путешествовать по этим местам, по этим тропам гулять. Именно вот в такую погоду, либо осенью, либо зимой, как сейчас, когда вообще никого нет. Ой-ой-ой-ой! Море здоровается с нами. Море, привет! Дай нам пройти. Так, ну что, можно уже идти или нет еще? Ай, друзья! Камень ногу прижал. Жесть! Смотрите. Ой, господи, его не поднять даже. Вот это такое бывает. Но вроде бы все нормально. Просто идешь, наслаждаешься красотой природы, думаешь о чем-нибудь о своем и отдыхаешь душой здесь, в этих местах. Так, ну сейчас поднимемся на вот этот холм. Здесь тоже открываются красивые виды. И на дикий пляж, и на бухту центральную. Видите, снег уже по чуть-чуть здесь начинает таять в этих местах. Но мы успели его заснять. Видите, какой пляж идеально чистый, идеально песчаный. В прошлый раз, когда я здесь ходил, здесь вообще пляжа не было. Были огромные какие-то камни здесь, валуны. Сейчас снова все нанесло сюда песком. Здесь тоже крутая смотровая. Прямо на обрыве можно поделать себе классных фотографий. Идти тоже относительно недалеко. И вот такой вид у вас будет. Заснеженный Орджоникидзе. Теперь мы с вами видели его точно в любой сезон. Так, пойдемте смотреть, что случилось с моим любимым пляжем. Он находится сразу вот в соседней бухте, вот здесь, друзья. Я когда первый раз его увидел, посетил, там был такой шикарный песочек. Потом его, конечно, штормом смывало, намывало. Сейчас посмотрим, что с ним сегодня. Это, кстати, дикий, не нудистский пляж, вот эта бухта следующая. А потом за ней же следующие бухты идут нудистские. Поэтому сюда можно с детьми идти и отдыхать от городской суеты. Если центральный пляж города там будет забит людьми, то идите вот сюда. Здесь будет по минимуму человек, и вы хорошо отдохнете, проведете свой отдых. Так, а где тут тропинка наша? Так, ну ветер уже здесь начинается. И что же там с пляжем? Песочек, похоже, на него не вернулся. Я вижу, там куча гальки на этом пляже. Так, ну что там? Ну, песок вперемешку с галькой.
Нет такого идеального песочка, как на центральном пляже. Ой, друзья, куропатка вот на камне, смотрите. О, их тут много. Смотрите, как они. Все, полетели. Вот так живут куропатки. Так, ну, вот этот пляж. В принципе, вот здесь сначала песок, а дальше уже идет галька вперемешку с песком. Вот, смотрите. Но все равно идеально. Здесь и море идеальное, всегда чистая, водичка прозрачная. Поплавать можно, отдохнуть. Поэтому могу его смело вам рекомендовать. Если вы летом, конечно, сюда приедете. Сразу же за следующим холмом уже начинается, друзья, территория нудистского пляжа. Вот здесь. Но зимой, я думаю, мы здесь не встретим, я надеюсь, нудистов. Хотя все может быть. Здесь что-то они построили непонятно. Какое-то местечко, то ли храм, где поклоняются они, непонятно. Ладно, пойдемте дальше. Но у них пляж уже не такой хороший. У них тут чисто огромнейшие камни, видите? Ух, галька и камни. Ну вон, видите, вверху домики стоят. Заходить не будем туда. Может, там реально кто-то живет зимой. А пойдем дальше. Любоваться красотой Крыма. Обычно вот здесь они палатки ставят и живут здесь целое лето. Скамеечку поставили, можно сидеть и смотреть на море, слушать шум прибоя. Так, друзья, смотрите, какие здесь интересные раковины попадаются. И вот, прикольные. Можно брать в аквариум себе даже. Но у меня нет аквариума, поэтому оставайтесь здесь. Может, кто-то из моих подписчиков потом их найдет. Кстати, интересные камешки тоже встречаются, смотрите. С такими отверстиями. Мы уже довольно-таки далеко отошли от поселка. Идем по пляжу, по бухтам. Но, друзья, тропинка здесь обрывается. Сейчас покажу, в каком месте. Видите, вот это крайняя бухта. И дальше уже, те, кто не знает, идут вот так по морю вокруг этих гор. Но сегодня я покажу лайфхак. Есть тут и другая тропа, очень удобная. И не поверху вы идете, и не по морю, а по другому маршруту. Сейчас буду вам его показывать. Посмотрите на эти холмы, на этот рельеф, как тут все вода красиво вымыла. Жаль, что нельзя летать на квадрокоптере. Я прям такие кадры сегодня поснимал. Но ничего. Может, старые поставляю, но у меня зимних нету старых просто, друзья. Именно с этих мест. Может, какие-то другие вам ставлю, чтобы вы посмотрели, как это выглядит с высоты птичьего полета. В общем, посмотрим. Так, ну нам сейчас идти по вот этой бухте до самого ее конца. И тоже дальше уже пошли чисто нудистские пляжи, вот эти, по которым мы сейчас будем двигаться. При этом уже здесь нудисты. Кстати, тут в снегу много следов, именно заячьих. Видите? Но я еще ни одного зайца тут, ой, я не встретил. Вот следы. Так, друзья, чья-то палатка. Неужели кто-то здесь живет зимой? Я в шоке, честно говоря. Ну, скорее всего, да. Вот так. С таким видом живут люди, оказывается, круглый год на пляже в Крыму. Бюджетно, кстати. Можно реально летом приезжать в Крым со своей палаткой и вот так жить целое лето, не арендуя жилье. Ну, конечно, дикий отдых, мало, наверное, кому понравится, но все же, как вариант.
Смотрите, доходите до этого мыса, и прямо вот здесь, перед самой вот этой скалой, есть тропинка наверх. Все, вот вам и лайфхак. Поднимайтесь по этой тропинке и идете по суше, а не по морю, не намочив даже ноги свои. Сейчас мы там будем подниматься. Конечно, не знаю, сейчас все скользко, потому что все тает. Грязь там, наверное, но посмотрим, как в такую погоду, возможно ли пройти по этой тропинке или нет. Обычно тут люди по морю обходят. Но летом можно, в принципе, когда жара, и по морю пройти, покайфовать. Там глубина небольшая, чуть выше колен. Я там тоже когда-то уже летом ходил вместе с вами. Ну и здесь, видите, вот эти холмы. Видите, вам снизу сейчас покажу на них. О, какие они. Глиняный сланец, друзья. Я уже по чуть-чуть поднимаюсь. Тут даже кто-то сделал ступеньки, друзья, небольшие. Но после дождя здесь лучше вам не ходить. Либо вот когда снег тает, потому что скользко и очень-очень грязно. Но по морю я зимой не хочу идти, поэтому мы здесь лучше поднимемся. Лучше выпачкаем ноги, но зато будем сухие. Ой-ой. Ну, вот такой подъем вам. Да, конечно, без ступенек было бы намного сложнее здесь делать восхождение. Вот. Еще немного и наверху сейчас покажу вам вид отсюда. Ну все, поднялся на этот мыс. Это, друзья, называется 4-й мыс Джан-Кутаран. Вот эта гора вся называется Джан-Кутаран. И мы сейчас на ее 4-м мысе. Но нам нужно попасть на 5-й. Сейчас я вам его тоже покажу. Сначала вид в эту сторону. Смотрите, как здесь необычно. О, красота. А так мы его по воде раньше обходили. Сейчас мы прям сверху, на вершине этого мыса. Вот, смотрите, на край, конечно, становиться страшновато, но что поделать, нужно. Нам нужны кадры красивые. Вот он, друзья. Ветер начинает в нашу сторону дуть. Видите, начинается волна здесь, на море. И 5-й мыс, на который нам нужно сегодня зайти. С него уже будет открываться вид на мыс Хамелеон. Вот он. Видите, вот это, друзья, 5-й мыс Джан-Кутаран. Он так и называется. У меня есть отсюда полеты с квадрокоптера. Очень живописные, но старенькие. Могу их вставить, наверное. Наверное, я их и вставлю. Чтобы вы хотя бы вспомнили, что такое полеты на квадрокоптере в Крыму. Как они вообще выглядят. Вот на этом мысе я был когда-либо осенью, либо когда... Короче, когда-то я здесь был и летал. Это было очень красиво. Да, конечно, снега не было. И самое главное, смотрите, нам сейчас снова не нужно спускаться на пляж, потому что тропа, вот она идет вокруг, вот так, вот так, вот так. Короче, между гор и выходит прямо на самую вершину этого мыса. Пойдемте по тропинке, покажу вам ее. Это такая секретная лазейка для тех, кто будет здесь ходить. Это реально, наверное, самый быстрый способ из Орджоникидзе добраться в Коктебель. Не по морю, не поверху, а именно по вот этой тропе. Вот она идет, видите? Люди тут, конечно, уже протоптали так хорошенько, что можно свободно ходить. Конечно, есть вот такие переметы со снегом, но летом их точно не будет. И вот так среди гор мы идем. Снизу ее, кстати, эту тропу не видно. Сверху ее тоже не видно. Получается, она такая секретная тропа здесь. И вот так. Видите, как она идет по всем этим оврагам. Среди всей этой красоты. Интересно, как ее после зимы здесь не смывает ни дождями, ничем. Тут же, видите, грунт он такой, как глина. Виды, конечно, очень живописные. Но я вон вижу сложный участок тропы. Видите, вот беленькая полосочка проходит. Вот там будет очень скользко, я думаю. Но постараемся пройти. На крайняк по морю пойдем, если вдруг не получится.
Видите, на дальнем самом плане мыс Меганом, мыс Толстый, потом идет Карадак, и вот он, 5-й мыс. Сейчас поднимемся на его вершину, и с него уже будет открываться вид на Тихую бухту и на мыс Хамелеон, куда мы сегодня должны с вами попасть. Красота, обожаю дикий Крым, вот, а когда нет людей, тем более вот в таких местах диких, ощущаешь себя как-то совсем по-другому, друзья. Эх. Красота. Не хочется отсюда уходить прямо с этого места, потому что, ну, мне нравится вид на этот Карадак и на этот мыс на 5-й. Еще тут такие волны снизу идут красивые. Вот он, тает снег, бежит такая речка прямо в центре оврага и размывает его. Вот эти все красивые рельефы, которые вы видите, сделала вода. Видите, какой овраг вымыла? Сотни лет ей понадобилось для этого. Я это сделал. 5-й мыс. Друзья, идем на его вершину. Честно скажу, столько сил потратил по этой тропинке. Сейчас снег тает. Вот эта глина, она становится такой прям грязью, скользкой. Но дошел нормально. Сейчас покажу вам эти шикарные виды. Здесь, видите, северная сторона получается этого мыса. Здесь снежно очень. А с южной все растаяло. Конечно, виды просто сногсшибательные. Вы будете не против, если я здесь вам ставлю осенние кадры? Да, осенние. Короче, старые кадры с квадрокоптера, чтобы вы полюбовались этими местами, но в другое время, можно сказать. Но сейчас полеты запрещены, насколько вы знаете. А кадры старые есть, поэтому прикреплю их к этому видеоролику, чтобы вы полюбовались красотой Крыма. И поняли, насколько вот этот 5-й мыс, он красив. С высоты птичьего полета. Ну что, готовы? Сейчас включаю вам переднюю камеру и показываю эту красоту. Сейчас дойду до самого его края, и вы увидите это. Так, ну, к самому краю прям подходить, наверное, не будем, потому что ветрено все-таки. Но это виды на миллион. Там, да-дам. Ой, и скользко еще. Так, вот здесь снежка нету. Так, друзья, там уже обрыв, если что. Видите, где море далеко? Это еще не самый край. Вот наша вершина. Идемте на нее. Зашел на вершину. Вот столько мы сегодня протопали с вами. Посмотрите на эти зимние пейзажи. Друзья, какое здесь море. К краю, конечно, я очень боюсь подходить. Так, давайте как-то с этой стороны, наверное. В море волна, ветер. Неплохо было бы еще вот сюда спуститься. Но сюда мы уж точно не спустимся. Так. Под нами, наверное, пустота, друзья. Я так подозреваю, под этим обрывом. Смотрите, что там снизу. О, вот он, вид на Карадак. Видите, там в море такое белое пятно. Там скалы. Смотри, как они далеко от берега находятся. Я хочу летом туда сплавать, прям на эти скалы, понырять там. Вон он, мыс Хамелеон. Еще идти до него. Мы только половину пути прошли. Тихая бухта. Вот это все, друзья, Тихая бухта. Но сегодня она, не знаю, какая-то не тихая относительно, потому что я там вижу шторм в Тихой бухте будет. И вот гора Джан-Кутаран. Видите, вот она. И мы на 5-м мысе. Это получается последний мыс, 5-й. Как вам такие кадры? Просто шикарно. Так, а где нам теперь спуститься вниз? Теперь нам нужно вниз к пляжу дойти как-то. Только вот я не знаю как. Видите, к воде туда попасть. Вон там, конечно, где Коктебель, за Коктебелью горы все в снегу стоят. Там, конечно, еще морозы, я думаю. А у нас здесь возле моря все быстренько потает. Но вид обалденный.
Что так волны, интересно, в море прям начинаются. Смотрите, как далеко от берега. Прям видно напор ветра, как он дует, гонит эти волны. Ну что, я предлагаю нам взлететь на квадрокоптере. Ставлю старые кадры. Вы уж поддержите видеоролик, поставьте ему лайк даже за эти кадры. Взлетаем! Так, еще немного вам вот такой красоты.
Стал прямо на самый край, чтобы показать вот эти волны, как они доходят до этого мыса. Ой-ой-ой, ветер потише. Прямо ощущается, друзья, зимнее какое-то такое море, не знаю. Ой, все, уходим отсюда с края, потому что ветер прям сильнейший. В общем, я решил подняться в горку, чтобы посмотреть на виды с другой стороны, какие там открываются виды, друзья. Поэтому идем наверх. Вот мыс, с которого мы пришли. Видите, как он красивый. 5-й мыс, друзья. Здесь, конечно, снежно. Уже чем выше в горы, тем больше снега. И вот такие красоты. Вон, куда нам идти еще? Хоть бы к закату успеть. Не знаю. Но пойдемте. Сейчас, конечно, вот этот подъем самый сложный будет. Главное нам подняться и потом уже все время вниз идти. Дошел практически до вершины. Видите, лежит линия снега. Аж самому интересно, что с другой стороны будет находиться. Какой там будет вид. Готовы вместе со мной увидеть? Ну что, пересекаем эту снежную линию. Это прям вершина уже. Наверное. Там-та-дам. Воу, друзья. Какие рельефы. Сейчас сугробы нужно вот такие пройти. Здесь намело, конечно. Прилично. Смотрите на эту красоту. У-у-у! Ветер, конечно, здесь просто ледяной. Вот вся эта долина Кемерия, Волошина. Потрясающие кадры. Так, там какая-то вон беседка стоит. Пойдемте. Может, там можно будет от ветра спрятаться. Немного хотя бы. Да, друзья, представляете, через пару дней все это растает. И не будет такой красоты. А мы с вами, можно сказать, успели в последний день. Потому что уже завтра будет потепление. Воу, вот это вид здесь. Посмотрите на вот этот холм или что это, непонятно. Гора какая-то. Как она прям вырезана, кажется. Так, такая медленная проводочка вам. Чтобы вы все успели разглядеть. Все эти рельефы. Пока тут меня ветер холодный обдувает. Все. Теперь нам нужно снова спускаться к морю. Там хотя бы ветра такого нет. Видите? О-о-о. Мы пришли вон с того мыса, получается. Кемерия, Волошина. Все привыкли ее видеть там зеленую, с травкой. Весенние фото вы видели. Но зимнюю точно еще ни у кого, я уверен, вы не видели. Вот этих кадров эксклюзивных. Смотрите, как здесь красиво намело. Сугробы на фоне моря. Красота. Так, ну они глубокие, я вам скажу здесь. Если становиться, смотрите, глубина сугробчиков по колено уже, даже чуть повыше. Красиво, очень и очень. Вот это да, снежок крымский. Возможно, последний в этом году. Больше уже не увидим. Но уже хочется тепла. Скорее бы весна, когда зацветут все цветы, деревья. Вот тогда начнется хорошенькое время такое для съемок. Можно сказать, что это исторические кадры. До следующей зимы такие уже точно никто не снимет. Как минимум. А у нас уже вот такие пейзажи зимние. Ну что, я предлагаю нам спускаться теперь к морю, посмотреть на шторм в Тихой бухте. Сегодня она совсем не тихая будет, а с таким приличным штормом, я вам скажу. И подняться на мыс Хамелеон. И потом уже буду как-то выбираться из Коктебеля. Кстати, перевал, который идет от Судака через Щебетовку до Коктебеля, закрыли сегодня. Там все замело снегом, машины там не ходят.
Поэтому придется ехать в объезд в Феодосию, из Феодосии до Грушевки, и с Грушевки уже вызывать такси, чтобы меня из Судака такси забрало. Из Грушевки, точнее, до Судака довезло. Вот такие маршруты у блогеров, друзья. А что поделать? Так и передвигаемся по Крыму. Так, вот он, мыс, к которому мы пришли. Вон те волны в море, сбоку они по-другому смотрятся уже. И вон мыс Киикатлама. Мы были сегодня, кстати, там на вершине, тоже смотровую я вам показывал. Все, уходим. Снега уже немного, уже тут начинает таять, но все равно на улице прохладно. Завтра уже обещают плюсовую температуру, поэтому снег, прощай, встретимся уже следующей зимой. Я сейчас планирую вот так по вот этому мысу, вот так, там спуститься и выйти уже поближе к морю, к воде. Вот, друзья, спустился немножко с горки, здесь ветра уже нет, видите? А на горе там такой ветер был. Прям не хочется выключать камеру, хочется показывать вам вот эти виды, чтобы вы ими насладились. Полюбовались и таким Крымом зимним. Знаю, что у вас там у всех снег, что он вам надоел. Но, друзья, для Крыма это редкие кадры, поймите. Просто обязан их снять. Тем более в таких живописных местах. Ладно, пойдемте на спуск. Так, я уже переместился подальше. Идем уже на спуск. Вот вам такой вид сбоку, где я поднимался на ту вон вершину, смотрите. И вот здесь я уже по тропинке, вон возле беседки, шел на спуск. Вот в таких местах с вами идем. Конечно, из-за ветра близко к краю нельзя подходить, друзья. Так бы я вам экстрима немного показал, но ветер прям очень сильный. Может реально сдуть человека даже. Так, ну что? Нужно срочно к морю. Там нет таких порывов ветреных. И спокойно там шагать нам. Вот здесь, кстати, весной расцветают ирисы. И можно ирисы на фоне Карадага красиво сфотографировать. Так, ну я вот сейчас на краю уже стою. Вот здесь уже страшно, когда дует ветер. Смотрите. Так, аккуратно. Воу, вниз. Лететь далеко. Так, ну что, скорее на тихую бухту бежим. То уж прям совсем подзамерз я здесь. Идти, мне кажется, сложнее, чем на Эпетре было. На Эпетре я так шел нормально в горку, а здесь у меня сегодня просто так нет сил, друзья, почему-то, не знаю. Вот просто идти не могу. Нужно взять выходной на пару дней, наверное. Отоспаться нормально и потом уже идти в походы. Ты что меня сдуваешь? Смотрите, вот на этот холм. Когда-то он, скорее всего, был полноценным. Куда-то выходил туда. Но шторма, вода, все это подмыло. Видите, как будто отрезали вот так кусок горы. Прям ровно по линии. И такой кусочек остался. Тоже ждет и мыс Хамелеон. С годами его размоет вода, и его просто-напросто не будет. Ура, друзья, дошел я все-таки до моря, спустился, здесь хотя бы ветра нет. Увидел издалека кое-что интересное. Сейчас я вам покажу. Кстати, это первый раз в Крыму вижу, как обледенели камни именно на море. Вот за все эти годы, когда я здесь живу, это впервые. Я видел фотки с 2012 года. Люди фотографировали, когда камень там во льду был. Сейчас я вам покажу это. Если мы туда доберемся, конечно. И дальше вон камни тоже во льду все. Так, ну видите, какой накат идет волны. Воу, потише, дай нам пройти море. Здесь хребет такой скальный идет красивый снизу. Видите, его вымыло. Вот, друзья, смотрите. И цвет у него прям такой зеленый, темно-темно-зеленый. Вот это вот хребта, вот он идет, видите? Не знаю, камера цвет вам передает или нет. Так, ну что, друзья, эксклюзивчик. Давайте дойдем.
до этого местечка, видите? Ой, я сейчас таких фоток здесь наделаю. Для своей группы роликов тоже ВКонтакте. С этими сосульками. Вот это да. Нам сегодня повезло, можно сказать, увидеть такое явление, когда камни даже на море замерзли. Еще бы мороз продержался дней 10, может быть, и море немного подмерзло. Так, и как нам ближе подобраться, чтобы нас волной не намочило? Смотрите, друзья, эксклюзив, море, сосульки на море. Необычно такое видеть. Море полегче. Так, сейчас будет большая волна, отходим. Но я считаю, это реально эксклюзив. Такой кадр нам сегодня повезло снять. О, смотрите. Представляете, какой здесь мороз был, что такие сосульки образовались? Обычно даже на пляже снег не лежит, потому что от моря тепло идет, и он быстро тает. А здесь сосульки висят до сих пор. Посмотрите на эту красоту. Впереди у нас горы в снегу, а здесь такой шикарный песчаный пляж, еще и такой накат красивый на море. Просто сказка. Вот сюда нужно приходить отдыхать с палаткой летом, если она у вас есть, конечно. Потому что на таких пляжах, ну, просто можно лечь и лежать целыми днями, загорать под крымским солнцем. Смотрите, здесь с горы, с вот этой, прям падают камешки, вот такие мелкие, видите? Скала просто рассыпается, неизвестно почему. Скорее всего, тот же был снег, он начал таять здесь. Сосульки вот эти, и все это разрушило немного структуру горы, видите? И все это падает, и море забирает его с собой. Но тут даже шторм немного пляжа смыл. Вот видно участок. Песочек. Но где-то пляжа прибавилось. Если здесь убавилось, все, теперь вот так по пляжу идем до мыса Хамелеон. Ровненько, красиво. Слушаем шум прибоя. Любуемся зимними видами Крыма. Как вам такое синее море? Такой цвет еще красивый. Ой! Еще солнце сегодня светит. Нам сейчас погодой повезло. Ну, если бы не ветер, конечно. Так, ну пойдемте дальше. Вот здесь я смотрю, и большие куски отвалились от скалы. Смотрите, какие камни. Ну, море их тоже заберет, я думаю. И измельчит со временем. Вот, все это осыпалось. Да, кстати, вот эта порода, она тоже зеленоватого цвета. Видно вам или нет? Немного такая зелененькая. Но когда вживую здесь будете проходить, вы увидите. Так, ну что, выходим на пляж. Там он вымыл какие-то коряги штормом. Сейчас посмотрим, что там. Вот эти места я, конечно, обожаю. Летом, наверное, придем с палаточкой сюда точно. У меня теперь палатка есть. И никак не могу выйти с ночевкой в палатке. Вот какое-то бревно вымыло. Но летом туристы это все сожгут в кострах, я уверен. Если до лета оно здесь сохранится. Сказочный пляж, друзья. Приезжайте сюда на отдых, не пожалеете. Вот такая-то коряга прям. Вон там на краю мы с вами были. Это 5-й мыс Джан-Кутаран. Запомните, когда будете здесь отдыхать, знайте, что Михаленко был там на вершине. Ну и здесь я на вершине тоже сегодня был. Видите, из-за того, что глубина в море небольшая, волна начинается прям так далеко. И красиво так идет к берегу. Так, ну давайте чуть ближе уже подойду, там включусь. Вон там какие-то волны прям такие большие. Туда дойдем, покажу вам. Воу.
Вот здесь уже волны такие большие, потому что глубина маленькая, и они прям поднимаются, смотрите как. О, друзья. Вот такой шторм мы еще сегодня с вами застали. Идти вообще никуда мне не хочется с этого пляжа. Вот нравится мне это место почему-то очень сильно. Я просто сидел и слушал шум моря. И любовался такой красотой. Кстати, обратите внимание на пляж. Он весь ровненький, еще нет человеческих натоптанных следов. Обычно здесь такие ямки от следов. Сейчас он просто идеально чистенький, ровный. Я первый человек, который по нему иду сегодня. Видите, ни одного следа, друзья. Вот так должны выглядеть пляжи все. Здесь прям, видите, до горы уже море достает. Раньше пляж пошире немного был. В прошлый раз, когда ходили. Ой, вот волна какая, смотрите. В море. Сейчас бы на саббордике в такие волны. Так, видно вам? Уху! Дикие пляжи Коктебеля. Вот, если ехать в Коктебель, то только отдыхать на этих пляжах, друзья. Они чистые, здесь нет никаких сбросов в море. Они песчаные, просто идеальное, я считаю, место для отдыха. Приехали в Коктебель, езжайте отдыхать в Тихую бухту. Либо пешочком идти, там пешком 2 километра, что ли, всего лишь пройти. И все, и вы уже на месте. Зато просто будете наслаждаться этими местами. Здесь людей летом немного. Смотрите, какой камень необычной формы, как море его обточило. Вот вам и зимний Крым. Вот здесь волна большая, потому что мелко, скалы. Оу! Вот идут волны хорошие, две. Так, ну пойдемте дальше. Любоваться может тут целый день стоять. А когда солнце сядет, мы уже замерзнем, холодно будет. Сейчас еще последний рывок на мыс Хамелеон. Подняться нам, посмотреть виды с Хамелеона. Здесь, конечно, море подмывает тоже. Смотрите, все эти горы. Смотрите, здесь какой-то ручей с горы течет. Снег тоже, похоже, там таял на вершине. И вот ручей, вот это все грязь. Вот. Это не песочек уже. Ручьем. Или родник. Там, может там родник какой-то быть, интересно. Нет, скорее всего, снег. Так, но я не могу выключить камеру. Такая красота здесь. Ну все, мы уже близко. Сейчас будем делать восхождение на мыс Хамелеон. Посмотрим на шторм с мыса. Так, а где нам подняться? Тут везде, видите, снежок вверху. Еще не растаял. Давайте вот по этой лесенке поднимемся. Вот сюда, друзья, приезжайте на этот пляж летом. На пляж проход бесплатен. Если вдруг захотите арендовать тут беседки, тут, видите, наверху есть беседки. Они уже, естественно, будут платные. А так все бесплатно. Заходим. Покажу вам территорию. Немного. Ну, либо приезжайте зимой. Сейчас все бесплатно. Даже беседки. Вот они.
Тут мангалы ставят, можно шашлычок пожарить летом. Есть, кстати, туалеты, вода, медпункт у них есть, переодевалки. Ну, молодцы, что сделали такой уголок, где можно приехать и цивильно отдохнуть на диком пляже в Крыму. И вот он, хамелеон впереди. Конечно, сейчас на него, наверное, максимально опасно подниматься, потому что породы все влажные, мокрые, могут обвалиться, и мы вместе с ними упадем в море. До конца идти я, естественно, не буду сегодня. Как подсохнет, можем сходить до конца. Но в такой день, в такой ветер точно нет. На вершину-то мы поднимемся, но до края, наверное, не дойдем. Людей вообще ни одного человека, кстати, я за вот весь маршрут свой не встретил. Сейчас сверху посмотрим на эти бухты, на это море. Вон откуда мы пришли с вами, слушайте. По чуть-чуть уже делаем восхождение. Конечно, здесь тоже сильнейший, друзья, ветер. Не знаю, идти сложновато по такому ветру, но виды уже красивые на море. Вот эти волны. Так, пойдемте, вот. Видите, где мы идем? Прямо на обрыве, на край. Наступать нельзя, потому что там пустота под нами прям. А нам сейчас еще предстоит по тонкой дорожке пройтись. Я не знаю, во время ветра реально ли это сделать вообще или нет. Вон уже Коктебель где. Мне еще теперь нужно пешком дойти в Коктебель, конечно, жесть. Силы теряются очень быстро. При ветре, при снеге. Но зато эксклюзивные кадры. Пойдемте на самую вершину. Видите, сюда уже наступать нельзя, обрушиться. И так с каждым годом он чуть меньше становится. Зимние шторма его, конечно, сильно размывают. Жаль, что в будущем не будет такой интересной крымской достопримечательности. Господи, ведь тут мокро, скользко, все, я чуть не упал. Аккуратным нужно быть. Вот и мыс Хамелеон. Даже еще немного снега на нем сохранилось с этой стороны. То как идти по тропе, если там в некоторых участках заснеженная. Опасненько. Но мы должны дойти и полюбоваться видами. О, ветер, конечно, очень сильный. Ветер, остановись на 5 минут, дай нам доснять мыс Хамелеон. Посмотри, как красиво волны идут, друзья. Очень необычно, слушайте. Красота. Я никогда не видел, чтобы так волна и шла. Видите, прям дугой идут. Ах, морозец какой. Вот она, гора Волошина. Но на нее сегодня мы уже точно не поднимемся. Уже солнце садится, скоро закат. Видите, где оно? Над Карадагом прям. Ладно, пойдемте. Докуда сможем дойти по максимуму сегодня. Ну, я очень надеюсь, что мы сможем хоть куда-то дойти. Здесь, конечно... Воу! Я чувствую, мы упадем сейчас, а не дойдем куда-то. Смотрите, обрыв какой, чуть не свалились, блин. А снег скользкий. Так, нужно прям очень аккуратно вот в этом участке идти. Чтобы понимали, видите, снег как падает. Поскользнулся и все, в море упал. Ну, если падать, то сюда. Здесь хотя бы склон такой пологий. А здесь просто обрыв слева. Вот так, друзья. И покоряем с вами вершины. Просто я уверен, что сюда никто не пойдет, не снимет для вас такой видеоролик. Кто, если не я, как говорится. Так, первый участок со снегом сложный прошли. Идемте дальше. Сейчас тропа вообще будет узкая. Но ветер вроде бы чуть успокоился. Вот это. О, нет, друзья, не пройдем. Тропа прям... Вот это вот. Грязь мокрая, скользкая. Видите? Нам нужно тут по хребту пройтись. Так, ну. Камеру бы на голову прицепить, а этой штучки нету у меня. Господи, вот она грязь. Становишься и просто катишься вниз. Так, идем стараться на сухое наступать. Блин, дальше нереально. Но если свалюсь, друзья, снимем экстремальный контент тогда.
Так. Как-то боком что ли идти? Господи, вот это страх. Там под нами что, пустота? Похоже, да. Под этой тропинкой. Так, ну что? Тут и не присядешь никак. Вот это, видите, грязь? Смотри, как нога скользит. Просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вам камеру повыше, чтобы вы видели. А как обратно выбираться? Так, давайте вам... А так не будет вам видно. Где мы идем? Ладно, друзья, такой быстренький ракурс. Не знаю, я успел заснять или нет. По какому хребту движемся. Давайте вот так лучше. Так мне удобнее хотя бы снимать. Вот этот участок самый сложный. Нога уходит вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу, мы его прошли. Смотрите, сколько грязи на ногу налипло. Так, друзья, ни в коем случае вообще не повторяйте этого. Я просто не представляю, как мы по вот этому тонкому хребту будем идти обратно. Так, ну что, дальше. Вот вам под конец видеоролика экстрима немножко. Как вы и заказывали. Воу. Смотри, какое море. Невероятно. Такие волны красивые. Ух, ветер. Ветер начался. Так, ну что, в принципе все, друзья. Дальше идти, наверное, смысла нет. Самый опасный участок мы прошли. Вот такой вам вид еще покажу на мыс Хамелеон. Дальше уже все, там обрыв, дальше не пройти будет. Обратно бы теперь вернуться, конечно. Но вот этот вид на эти волны, хотя... Нет, друзья, нужно дальше пойти. Там вон красивые тоже волны в конце прям Хамелеона. Ладно, идем дальше тогда. Еще одно испытание. Сейчас тут по снегу, по этим горам, среди ветра. Ё-моё. Нужно как-то нам пробраться. Ё-моё. Здесь вообще уже такой склон идет. Фу! Это вам не по Петре ходить в сугробах. Так, стойте. Немножко передохну. Все, идемте дальше. Ой-ой. Все, мы прошли самые опасные участки. И сейчас покажу вам эти виды, которые откроются. Все, дошли с вами. Здесь, конечно, трещина расширяется по чуть-чуть. Скоро вот эта часть вообще обвалится в море. Солнце уже вон за тучу заходит над горой. Там, да-дам, да-дам. Все, друзья, крайняя точка мыса Хамелеон. Ну, я, кстати, доходил до конца, но в другом ролике, когда здесь сухо было. Сейчас в такую грязь точно не рискну идти. Смотрите на море, какие волны. Какие виды отсюда. Вот он, мыс Хамелеон, покрыт немного снегом. В такой расцветке вы его еще точно не видели на моем канале. Видите, как цвет изменил? Покрылся белыми пятнами. Красота. А там в горах вон тучи, там, скорее всего, снег идет. В районе Старого Крыма где-то. И вот он, Карадаг. Волны и оттуда, и отсюда идут с разных сторон, непонятно. О, ну, живописно, конечно, очень. Ну что, друзья, я, наверное, прямо здесь, на Хамелеоне, попрощаюсь с вами. Надеюсь, вам было интересно со мной сегодня пробираться по всем этим холмам, любоваться всеми этими видами. Не забывайте, что у меня есть группа ВКонтакте, ссылочку на которую я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите, подписывайтесь, у нас очень-очень интересно там. Ну и все, ждите, скоро будет новый видеоролик. Выйдет он либо ВКонтакте, либо здесь на ютубчике, посмотрим.
Все, с вами был я, Александр Михаленко. Лайк, комментарий. Жду тебя в комментариях, я все читаю. Не на все, конечно, отвечаю, но читаю я все ваши комментарии, друзья. И очень приятно их читать, потому что большинство из них положительные. Все, всем пока!